Дорогие друзья, присоединяйтесь. Сегодня вы увидите проект, в котором можно использовать не только остатки пряжи, но и остатки бисера. Перед началом работы мы бисер нанизываем на рабочую нить. Вот видите, здесь остаточки бисера, то есть разнообразный бисер нанизан на мою рабочую нить. Здесь я использовала бисер крупный, неровный, прокрашенный изнутри серебром. Крючок 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Вяжется просто, смотрится великолепно. Начинаем выполнение нашего цветочка с 7 воздушных петель, замкнутых в кольцо. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку, выполняю соединительную, подтягиваю. И теперь в колечко буду провязывать 12 полустолбиков с бисером. Я выполняю первую воздушную, вторую, подтягиваю их. И теперь подтянула бисер, который предварительно нанизала на рабочую нить. Выполняю накид на крючок с бисеринкой и мое колечко провязываю полустолбик с бисером и считаем. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, пока у нас с вами не будет 12 полустолбиков с бисером. И обращаю ваше внимание, ниточку, видите, я ввязываю в мое колечко, выполняя полустолбики. Я выполнила 12 полустолбиков с бисером и завершаю выполнение моего первого ряда. Пропускаю 2 воздушные, ввожу крючок вершинку моего полустолбика, выполняю соединительную и хорошо подтягиваю. Мое колечко вот такое готово, круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению второго кругового ряда. Для этого я выполняю 1 воздушную. Далее очень внимательно ввожу крючок в вершинку этого же полустолбика, выполняю столбик без накида. Далее ввожу крючок в вершинку следующего столбика, выполняю столбик без накида и при этом буду выполнять пико из бисера. Посмотрите, как я буду это делать. Я подтягиваю бисериночки, которые предварительно, помним, да, мы с вами нанизывали на рабочую нить. И теперь смотрите, я отсчитываю 12 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далее, очень внимательно, я захватываю, вытягиваю рабочую петлю и захватываю рабочую нить за бисеринками. Вот таким образом. И теперь все бисеринки я беру и подтягиваю, протягиваю через петлю. И вот хорошо-хорошо вот таким образом подтягиваю. Очень все просто. Просто нужно аккуратненько и внимательно все делать. Все. Мое пико над столбиком без накида готово. Пико из 12 бисеринок. Далее, очень внимательно, я формирую рабочую петлю. Смотрите, ввожу крючок, видите, вершинку столбика и захватываю боковую нить и вытягиваю. Моя петля готова. Далее я ввожу крючок в вершинку следующего столбика и выполняю очень внимательно 2 столбика без накида. 1 и 2. Выполнили. В следующую вершинку ввожу крючок и теперь выполняю точно такой же пико. Давайте повторим его выполнение. Подтягиваем бисер, считаем.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11 и 12. Отсчитали 12 бисеринок. Вытягиваем нашу петлю. Помним, да, точно так же, как выполняли и здесь. Захватываем за бисеринками, протягиваем и хорошо-хорошо подтягиваем петелечку. Вот таким образом. Все, наше второе пико с бисером готово. Мы с вами вводим крючок в вершинку, захватываем боковую нить. Нам нужно сформировать рабочую петлю. И далее в вершинку следующего столбика я выполняю раз, два столбика без накида. Далее опять столбик без накида с пико. То есть мы с вами чередуем вот таким образом наш столбик без накида с пико и затем 2 столбика с общим основанием. Так мы с вами выполняем до конца ряда. Всего у нас должно получиться 6 таких пико. Мы с вами выполнили все наши 6 пико. Вот такие бисерные, да, красивые. И смотрите, теперь очень внимательно. Я сформировала уже рабочую петлю и завершаю выполнение моего второго кругового ряда. Для этого, вот смотрите, у нас соединительная, мы ее пропускаем. Далее я пропускаю воздушную. И очень внимательно в эту же вершинку, куда мы с вами провязывали столбик без накида, да, соединительную, я ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Далее, пропустив воздушную, я ввожу крючок в вершинку столбика без накида и выполняю соединительную, хорошо-хорошо подтягиваю. Мой второй круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению третьего ряда. Для этого я выполняю одну воздушную, ввожу крючок в эту же вершинку, выполняю столбик без накида. Далее я выполняю арочку из 8 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Ввожу крючок, смотрите, у меня 12 бисеринок. Я отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот прямо по центру у меня должно быть 6 с одной стороны и 6 с другой. Ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Далее опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ввожу крючок, теперь смотрите, вершинку столбика без накида, выполняю столбик без накида. И вершинку следующего столбика, столбик без накида. Вот так. Далее у меня опять будут 2 арочки из 8. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ввожу крючок прямо по центру. Проверяйте себя. И еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот мои 2 столбика. Помните, да, которые мы провязывали с вами с общим основанием. В каждую вершинку я провязываю по столбику без накида. Вот таким образом. Так мы с вами вяжем наши арочки до конца ряда. Всего у нас должно получиться, как и ранее, да, вот 6 таких лепесточков. Мы с вами завершаем выполнение нашего третьего ряда. Я выполнила арочку из 8. Далее смотрите очень внимательно. Я ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Помните, который мы с вами вот провязывали в конце ряда. Выполняю столбик без накида. И теперь
пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида и выполняю соединительную. Хорошо подтягиваю. Все мои 6 лепесточков готовы. Напоминаю, мы с вами выполнили 3-й круговой ряд и можем приступить к выполнению 4-го кругового ряда. Вот такие пока у нас с вами смешные лепесточки. И мы начинаем выполнение 4-го последнего кругового ряда. Воздушная, она у меня в работе не будет участвовать. Под арочку ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Далее под эту же арочку я выполняю полустолбик. И под эту арку выполняю 8 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Выполнили. Далее в столбик без накида я буду выполнять 3 столбика с накидом с общим основанием. На центральном я выполню пико. Я выполняю первый столбик с накидом, далее второй столбик с накидом и над ним пико из 3 воздушных. 1, 2, 3. Ввожу крючок в вершинку, захватываю 2 нити столбика и выполняю соединительную. Мое пико над столбиком готово. Далее я выполняю в эту же вершинку еще один столбик с накидом. Вот как мы с вами договаривались, я выполняла 3 столбика с накидом с общим основанием. Над центральным выполнила пико. И теперь с этой стороны я выполняю все точно так же, как и с этой. То есть 8 столбиков с накидом. Ничего сложного. Просто внимательно и аккуратненько. 1, 2. Берем поудобнее, мы потом с вами все поправим. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 столбик с накидом. Далее я выполняю 1 полустолбик и 1 столбик без накида. Мой лепесток готов. Я останавливаюсь. Мы смотрим, что у нас получилось. Вот такой красивый, нежный, аккуратный лепесточек у нас с вами получился. Довольно-таки простой, да? Но в то же время за счет бисера очень необычный. И далее я начну выполнение второго лепесточка. Вы продолжите выполнять лепестки, точнее обвязочку, самостоятельно. Я ввожу крючок под следующую арочку и выполняю столбик без накида. Далее полустолбик. И далее 8 столбиков с одним накидом. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Выполнили. Далее вершинку 3 столбика. Ну, все точно так же, повторюсь, как мы выполняли в этом лепесточке. Так вы выполняете обвязочку всех лепестков. Завершу выполнение я вместе с вами. Мы с вами выполнили все наши лепестки и завершаем выполнение нашего кругового ряда и непосредственно цветочка. Смотрите, после того, как я выполнила столбик без накида, я ввожу крючок в вершинку столбика без накида, который выполнила в начале ряда, захватываю за 2 полупетелечки, выполняю соединительную, хорошо подтягиваю, далее воздушной ниточку обрезаю.
Хорошо подтягиваю. И мне остается убрать нить по изнаночной стороне вдоль полотна. И при желании в центр поправить немножко лепестки, и при желании в центр подшить бусинку. Вот таким образом. И мы посмотрим, что у нас получилось. Мы с вами убрали ниточки, подшили бусинку, и вот такая красота у нас с вами получилась. Нежнейший цветочек. Вяжется очень-очень быстро, смотрится великолепно. Использовали необычные приемы вязания с бисера. Это моя авторская разработочка. И хочу показать, что вы можете использовать не только остатки пряжи, потому что пряжи, в общем-то, немного уходит на цветочек, но и остатки бисера. И смотрите, у вас вот получится веселенький, вот такой нежный, красивый цветочек. Потрясающе смотрится. Украсить можно буквально любое изделие. Обязательно пишите в комментариях, смогли ли вы использовать остаточки бисера в своем проекте, что у вас получилось. До новых встреч, творческих вам успехов и, конечно же, отдельное огромное спасибо, что вяжете вместе со мной.